Привет, друзья! Когда мировые лидеры, такие как Мерц, Макрон, Стармер и Туск, объединяются и отправляются в Киев, это значит, что ситуация на фронте стала критической. И от того, какие решения будут приняты сейчас, зависит не только судьба Украины, но и всей Европы. Сегодня разберем, что именно происходит за кулисами и какие скрытые сигналы мы с вами должны распознать первыми. Канцлер Фридрих Мерц находится на пути в Украину, сопровождаемый другими европейскими лидерами. И это не просто символический жест, а нечто гораздо большее. Речь идет о настоящем политическом сигнале, направленном на Киев и на Москву. Вместе с Мерцем в поезде едут французский президент Эммануэль Макрон, британский премьер-министр Кир Стармер, а также польский премьер Дональд Туск. Их цель – прибыть в Киев и лично встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским. Этот визит должен продемонстрировать, что Европа по-прежнему стоит плечом к плечу с Украиной, несмотря на усталость от войны и внутренние вызовы внутри Европейского Союза. Главная тема их визита является попытка повлиять на ситуацию на фронте с помощью дипломатического давления. Лидеры намерены добиться от Москвы согласия на 30-дневное прекращение огня. Как подчеркивают наблюдатели, это не просто жест доброй воли, а попытка выиграть время для возможных переговоров и снижения уровня насилия. Хочу отметить, что этот призыв поддержит и президент США Дональд Трамп, что придало заявлению дополнительный вес на международной арене. Еще, находясь в пути, все четверо лидеров Мерц, Макрон, Стармер и Туск опубликовали совместное заявление. В нем они однозначно выразили поддержку инициативе Дональда Трампа о безоговорочном и полном 30-дневном прекращении огня. Как сказано в тексте, этот шаг должен создать пространство для обсуждений о справедливом и устойчивом мире. Примечательно, что таким образом США и Европа, несмотря на прежние разногласия, впервые с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом демонстрируют слаженность в подходе к урегулированию конфликта в Украине, пусть даже пока лишь в одном ключевом вопросе. Ранее, в течение нескольких месяцев, напомню, Дональд Трамп в одиночку пытался продвинуть идею урегулирования конфликта, оказывая давление на Киев. Он пытался убедить Владимира Зеленского пойти на уступки Путину, однако безуспешно. При этом европейские лидеры выступали резко против так называемого диктата мира, где Украина была вынуждена уступать свою территорию. Они неоднократно подчеркивали, что любой мир должен быть ненавязчивым, а основанным на справедливости и международном праве. В свежем заявлении европейцы однозначно обозначили свою позицию. Передача территории Украины России исключена. Россия должна прекратить свой незаконный агрессивный захватный акт, а Украина должна получить возможность развиваться как суверенное государство в своих международно признанных границах. И это важно не только для сегодняшнего дня, но и для будущих поколений, сказано в тексте. Также известно, что канцлер Фридрих Мерц заранее обсудил детали поездки в Киев с Дональдом Трампом. Это произошло в среду во время их первого телефонного разговора. Как сообщили источники в окружении канцлера, он подробно информировал американского лидера о совместном европейском заявлении. Трамп, по словам собеседников, отнесся к нему с пониманием и даже одобрил инициативу. Вскоре после этого на своей платформе Трамп выступил с резкими словами в адрес Владимира Путина, пригрозив новыми санкциями, если Россия не согласится на перемирие. На следующий день, уже в четверг, находясь в Брюсселе, канцлер Фридрих Мерц также присоединился к санкционным угрозам, высказанных ранее Трампом. В своем выступлении он подчеркнул, цитата: «Мяч сейчас находится на стороне Москвы, нигде больше». Отвечая на вопрос о возможных сроках прекращения огня, он отметил: «Я очень надеюсь, что уже в эти выходные удастся достичь договоренности о перемирии». Таким образом, визит европейских лидеров в Киев в сопровождении четкой позиции США может стать поворотным моментом в попытках добиться хотя бы временного прекращения боевых действий и открыть путь к более широким переговорам в будущем Европы, Украины и международного порядка. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Германия поначалу оказывала Киеву едва ли какую-либо помощь. Поддержка начинала расти лишь под давлением как со стороны общественности, так и парламентариев. Согласно информации, полученной из правительственных кругов, новая коалиция в Берлине планирует в будущем значительно сократить объем данных, предоставляемых общественности о поставках вооружения Украине.
Цель – достижение так называемой стратегической двусмысленности в коммуникации. Таким образом, Германия стремится не предоставлять России стратегические преимущества, которые та могла бы извлечь из публичной информации. В связи с этим ожидается, что официальная публикация перечня военной помощи на правительственном сайте будет прекращена. Хочу напомнить, что после нападения России на Украину в конце февраля 2022 года прежнее правительство Германии сообщало о поставках крайне нерегулярно. Однако уже с 21 июня 2022 года под давлением депутатов Бундестага и СМИ было принято решение публиковать постоянно обновляемый список поставленных систем и товаров. Этот шаг также имел цель опровергнуть обвинения в бездействии и продемонстрировать, что Германия вносит вклад в поддержку Украины. В первые месяцы войны широкую известность получил образ 5000 шлемов. Переданных Украине, он стал символом нерешительности и скромности немецкой помощи. Мэр Киева Виталий Кличко в то время охарактеризовал это предложение правительства как шутку. Но и в самой Германии раздавалась резкая критика, особенно в адрес тогдашнего министра обороны Кристины Ламбрехт, чья нерешительность вызывала недоумение у многих политиков и граждан. Для справки хочу сказать, что подобный подход не ограничивался лишь Германией. Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита канцлера Фридриха Мерца в среду заявил, что стороны договорились больше не обсуждать конкретные типы вооружения публично. Макрон пояснил: мы приняли решение, что в некоторых сферах мы не будем давать однозначной информации. Он подчеркнул, что такие сведения могут быть услышаны в российской армии. Цитата: «На пресс-конференциях мы не будем обсуждать категории вооружений и их модели, ведь вполне возможно, что российская армия услышит ответы на заданные вопросы», сказал французский лидер. После того, как Дональд Трамп заключил торговую сделку с Великобританией, его внимание уверенно обострилось к следующему крупному игроку на мировой арене – это Европейскому Союзу. Теперь президент США надеется на аналогичный успех в переговорах с Европейским Союзом. Трамп не скупится на лестные слова в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, называя ее фантастической, и выражает надежду на личную встречу, чтобы обсудить условия соглашения. В ответ на это фон дер Ляйен сдержанно улыбнулась, ее реакция была ироничной, но дипломатичной. В Брюсселе она прокомментировала ситуацию со свойственным ей спокойствием. Цитата: «Мне нравятся комплименты», — ответила она и добавила, что у нее были хорошие разговоры с Дональдом Трампом. Конкретной даты предстоящей встречи с Урсулой фон дер Ляйен Трамп не назвал, однако выразил уверенность в том, что государства-члены ЕС действительно заинтересованы в заключении такого соглашения. Цитата: «Все хотят заключить сделку с Соединенными Штатами Америки», подчеркнул он, показывая, что уверен в выгодности подобных партнерств и для Европы. Напомню, что первый контакт между Дональдом Трампом и фон дер Ляйен в рамках этого диалога состоялся уже 26 апреля на полях траурной церемонии в честь ушедшего папы Франциска. Именно тогда они впервые кратко обсудили возможность более предметного общения и договорились встретиться позже. Также фон дер Ляйен подтвердила, что у нее уже был телефонный разговор с Дональдом Трампом. Однако, по ее словам, прежде чем приехать в Белый дом, она хочет быть подготовленной. Ее цель – это прибыть с конкретным пакетом предложений, который действительно можно будет обсуждать. По ее словам, пакет должен быть не просто символическим, а содержать реальные решения, которые будут приемлемы для обеих сторон. А теперь давайте обсудим, станет ли эта дипломатическая миссия началом мира или всего лишь новой главой в большой геополитической игре. Подпишитесь и спасибо за просмотр.